Димаш Кудайберген, Казахстан! Друзья, всем доброго дня и доброго здоровья! Цветы я потом заберу. О том, как прошел 30-й славянский базар в Витебске, в интервью для Димаш Ньюс рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий. Отклик от людей был даже больше, чем мы предполагали. Глеб, поздравляем вас с таким грандиозным фестивалем. Какие чувства испытываете в связи с юбилеем? В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить всех участников фестиваля, благодаря которым получился этот невероятный праздник. Огромное спасибо. Я испытываю самые положительные эмоции, потому что в этом году, году народного единства в Беларуси, мы все действительно объединились и смогли провести фестиваль. Вот в такие моменты сложно подобрать какие-то слова. Артисты, организаторы и зрители действовали как один большой слаженный механизм, несмотря на сложные условия. Все вместе мы показали, что славянский базар жил, живет и будет жить. Димаш Кудайберген, ваши аплодисменты! Невероятный голос, невероятный человек. Ну и ваши невероятные эмоции. Огромное спасибо. Прям аж мурашки на коже, это правда. А что для вас значит этот фестиваль? Для меня это один из самых главных отрезков моей жизни. Это проект, это бренд, это место встречи друзей. Это тот самый объединяющий фактор, который дарит людям самое главное – эмоции. Особенно в такое нелегкое время, когда многие из нас испытывают эмоциональный голод. И все эти эмоции, что дарит фестиваль, исключительно положительные. Пусть тут случаются слезы, все они от радости и светлой ностальгии. Я считаю, что славянский базар – это самая настоящая палитра чувств. Спасибо! Каждый год фестиваль старается удивить своих гостей. Какие сюрпризы довелось увидеть зрителям в этот раз? Наверное, о сюрпризах лучше спросить у гостей, но мы старались сделать что-то интересное и удивительное на каждой площадке, начиная со льда и рок-музыки на сцене летнего амфитеатра и заканчивая нашим традиционным дождем по расписанию. Все вы, наверное, уже знаете, насколько дорог мне этот конкурс, фестиваль. В этом году мы организовали огромные выставочные и театральные программы, провели интересные мероприятия на открытых площадках и в концертных залах. Каждый проект был по-своему уникален и необычен. Славянский базар в целом построен по принципу многожанровости. Это один из немногих фестивалей, который вмещает в себя совершенно разные направления, порой никак между собой несовместимые. А кто из конкурсантов юбилейного фестиваля запомнился вам особенно? Знаете, конкурсанты в этом году действительно самые настоящие победители. Представляя разные страны и культуры, они доказали, что творчество не имеет абсолютно никаких границ, что это та материя, которая находится вне всего, она выше над всем. Также на славянском базаре ежегодно работает колоссальный международный состав жюри, которому может позавидовать любой организатор, ведь мы собрали мастеров высочайшего уровня. 8, 10, 10, 9, 9. браво! А какими принципами вы руководствовались при выборе членов жюри? В первую очередь их профессионализмом и значимостью. И сегодня я чувствую ответственности намного больше, чем тогда, когда я уже здесь участвовал как конкурсант. Мы очень рады, когда в состав жюри входят артисты, которые уже были ранее причастны к славянскому базару. Но вместе с тем, с большим удовольствием приветствуем у себя и новых людей. Например, в этом году к нам присоединился Жан-Батист. Сразу ли Димаш согласился войти в состав жюри? Да, за что мы ему очень благодарны, потому что он исполнитель с уникальным голосом и энергетикой, а также большой профессионал. Многолетний в тупом
Димаш – лауреат нашего конкурса, и он как раз тот человек, по которому можно судить, что происходит с нашими участниками и победителями в будущем. Молодец, хорошо. Он дает огромный стимул для всех лауреатов работать над собой и идти только вперед, не забывая, откуда начался их творческий путь. Итак, 9 баллов. 9. Вот такие новости, друзья. Еще раз напоминаем, это было интервью для Димаш Ньюс. Всем большой рахмет за внимание. Приезжайте в Казахстан!